Всем привет, ребята, у микрофона, как всегда, я Дестер, я рад вас всех приветствовать на своем YouTube-канале. Сегодня у нас обзор на кальку Beyerdynamic DT 770 Behringer BX770. Да. Они даже не морочились и просто оставили цифру ту же, вот, если надо. О, Behringer BX770 ту же цифру оставили. Сегодня мы поговорим про их удобство, про их звук, характеристики, плюсы, минусы. И узнаем же ли итог, достойны ли эти наушники. А вы усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и всем приятного просмотра. Но для начала я бы хотел вам рассказать свою историю, как я узнал о них. Когда я еще был ярым фанатом Димы Череватенко, смотрел его видео про актеров дубляжа, историю, биографию. У него постоянно в кадре, в рекламах я видел, у него постоянно он носит их. Когда он рассказывает биографию того или иного актера дубляжа, увидел, что у него наушники очень отдаленно напоминающие Beyerdynamic. Я тогда, считай, искал новые студийное оборудование, искал звуковую карту, микрофон, наушники, конечно же, студийные, чтобы поменять свои фифайновские, потому что я уже задолбался, что у меня теперь потеют, что у меня потеют уши. И вот я искал их, но так я их не нашел. Думал, все, прощай, все. И думал, буду копить на Beyerdynamic или еще что-то такое прям дорогое, студийное. Но ко мне пришел на помощь англоязычный YouTube с англоязычными обзорами. И я узнал их название. Это были Behringer BX770. Да, я наконец-то смог их найти. Прям очень тяжело было их искать, потому что их, считай, не найдешь нигде. Где-то до сих пор нету их на складе, где-то вообще все их не производят. И единственная надежда была на Авито. Авито и еще раз Авито. Я пару объявлений нашел. Они стоили почти что как во всех магазинах DNS, в Яндекс.Маркете, Pop Music, Wiki вот в этих магазинах. Где-то приблизительно 3500 до 5000, вот как-то так. Но я смог урвать их за 3500. Они ко мне пришли достаточно быстро, всего несколько дней прошло. Я даже делал пост когда-то в своем телеграм-канале, что мне пришли студийные наушники. Я даже тестировал их в прямом эфире. Слушал песню от Закатуна, которую он с помощью нейронки сделал. И мне звук в целом понравился, хороший студийный звук. Ну а теперь давайте-ка перейдем к обзору. Тип наушников, конечно же, у нас закрытый. Они предназначены для мониторинга во время записи. Да, записываться в них как вариант, и если вы не хотите приобретать Beyerdynamic, то вам, может, подойдут такие наушники. Внешний вид... Вид, а не мид. Модели полностью как раз копируют популярные наушники Beyerdynamic DTS 770. Behringer BX770 оснащены 53-мм динамическими излучателями и могут воспроизводить частоты в диапазоне от 10 Гц до 38 кГц. По словам производителя, модель обеспечивает хорошую звукоизоляцию и предлагает качественный звук. Кабель Behringer BX770 комбинированный, то бишь можно его подключить к телефону, и есть разъем 6,3, чтобы подключить к звуковой карте. Вот, например, я подключил ее к звуковой карте Fifine SC1. Я как раз мониторю себя, и я в целом доволен. Я слышу себя. И как-то немножко, как говорится, ограничен в плане слышимости окружающего мира, окружающей среды. И мне в них комфортно сидеть. Кабель Behringer BX770, в отличие от оригинального Beyerdynamic, отсоединяемый. Давайте-ка перейдем мы к плюсам этим наушникам. Когда я их взял в руки, они достаточно легкие,
Они достаточно легкие и удобные, что немаловажно при длительных студийных сессиях. Естественный динамический мониторинг с обширной звуковой картиной, ультрамягкие амбушюры и регулируемое мягкое оголовье. Закрытая конструкция обеспечивает стабильную среду при прослушивании с исключительной звукоизоляцией, бескислородный медный кабель с тканной оплеткой для повышенной надежности с 6,3 мм адаптером в комплекте и оптимизированная производительность для использования широким рядом профессиональных и потребительских аудиоустройств. Конечно же, я пощупал их, пощупал амбушюры. Амбушюры и оголовье это мягкое, понятно, но больше всего я нашел больший плюс, я бы сказал, в их материале. Ну да, он может показаться достаточно хлипким, что ли, прям, ну, как будто он уже все, может развалиться, как будто, но нет, не переживайте, с этими наушниками ничего с ними не будет, с ними все нормально. То есть они в моей голове звучат и сидят удобно. Я не знаю, как это объяснить, но это еще зависит от формы головы, от формы ушей. Не знаю, влияет ли это как-то на удобность. Но мне в них сидеть комфортно. Единственный минус, что я могу сказать, это то, что я... Вот все говорят, типа... Можно сидеть в них почти что целый день. Да, безусловно, в них можно сидеть целый день. Я даже как-то выходил на улицу и ходил такой, слушал музыку. Конечно же, вот так вот освободил уши, чтобы слышал я и окружающую среду. Но в них слушать бы я не рекомендовал слишком долго, потому что, ну вот прям иногда спустя где-то уже, когда ты уже прям конкретно уже все, залип в эти наушники, все, у тебя уши уже, считай, будут звенеть, будут немного ухи болеть. Не знаю, у меня просто, возможно, это еще зависит от того, какой у тебя, ну, слух какой-то, ну, я не знаю, как это объяснить. Мне лично спустя уже, после того, как я уже отсидел в них целый день, уже все, немножко так начинает уже подбаливать уши, и уже, ну все, можно считать все, я уже что-то не, прям уже все, ну, как будто расхотелось мне слушать музыку. Ну а теперь давайте перейдем к минусам. Как ни печально, Behringer BH770 не во всем идеальны. Безусловно, это их звук. Нет, звук, я не говорю, что звук плохой, звук отличный. Но, конечно же, тут немножечко добавили низких частот. Извините меня, любители баса, но я не люблю, когда низкие частоты хуярят на полную мощность. И это прям, ну, невыносимо, и ушам больно. Это звук был с Fifine H8, тоже студийный, но у них звук что-то среднее, скорее как у них меньше высоких частот, но и баса тоже немного. Такой средненький, для новичков самое то. Студия взлетает высоко, Voicer Steam, мы здесь не новички. Начинается великий путь легко, да мы смелые, ничто не помешает нам. Отель Хаспис. Кстати, я забыл еще сказать, у них наушники закрытого типа, то бишь звук не протекает. Ну вот как-то оно так. Но благо у меня хороший эквалайзер, и эти низкие частоты он срезает на самого минимума. Я, чтобы вы понимали, тестировал когда-то давно DT990 Pro 250 Ом. Я даже, так скажем, попросил одного товарища прослушать их звук, прослушать музыку. И лично, мне кажется, DT990 звучат лучше, чем эти. Вот как-то оно так. Ну и, конечно же, неоднозначный минус это то, что когда ты ее подключаешь к ноутбуку 3,5 мм, звук у тебя становится тише.
Да, есть, я вроде слышал, как что у декстопных и у iMac версий появилась какая-то функция, что они могут прокачать студийные наушники. И чтобы звук у них прибавился. Вроде бы есть такие, я сам не слыхал, но я смотрел как-то обзор от одного человека на обзор Байер Dynamic DT990, и он говорил, что в них какие-то есть такие штуки. Ну и, безусловно, я это подключал и к телефону, звук тоже был такой тихенький, и мне пришлось выкручивать его на максимум. Звук отличный. Но аргумент, который мне сказала мама, когда я ей дал протестировать эти наушники, это то, что в них классно слушать и смотреть фильмы. Безусловно, этот плюс достоин того, чтобы приобрести студийные наушники. Ну а итог какой? Достойны ли эти наушники для студийных вещей? Да, безусловно, достойны, но они, считай, не во всем идеальны. Смиритесь с этим. Да и с точки зрения бытового устройства, для меня лично, это прекрасные наушники, комфортно сидящие в ушах и хорошо звучащие. А с точки, наверное, зрения профессионалов, это очень доступные наушники, которые с некоторой оговоркой можно назвать референсными, что, учитывая их цену 3500, и является настоящим чудом. Безусловно, от чиха конкретно моих наушников ровный не назовешь, но при некотором опыте, хорошем референсном треке и наличии бинаурального плагина, TB Aizen и тому подобное, эти наушники вполне могут выполнять референсную функцию. Считай, за 3500 действительно референсные, пусть и с некоторыми оговорками. Это, с одной стороны, вызывает некоторые противоречия. Человек с опытом сможет без особых проблем отстроить эти наушники в своей DAW и получить сносный и относительно честный мониторный звук с большим частотным диапазоном. Но вот человек без опыта, скорее всего, адекватного мониторного звука получить просто так не сможет. И я это убедился на своем опыте. Ну что же, на сегодня этот краткий обзор все. Огромное спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. И пишите, хотите ли вы еще подобные обзоры на тот или иной девайс студийный. А я с вами и прощаюсь, и как обычно говорю, до скорых встреч. Тесто в студии стоит, он реплику решает. Голос его, анимация оживает, в глазах пламя пылает. Страстью к мультсериалу, как будто это свой реально.